3 волка появились перед Артемом в тот момент, когда сами находились на грани выживания. Небольшая стая несколько недель жила в лесах возле старого горного поселка, но охота складывалась неудачно, и животные заметно ослабли. В тот день мужчина шел по лесной дороге, когда неожиданно увидел среди деревьев 3 взрослых волков. Они не убегали и внимательно следили за каждым его движением, словно решали, представляет ли человек опасность или может стать источником пищи. Вместо этого Артем медленно снял рюкзак и достал большой кусок свежего мяса, который собирался оставить другим животным в лесу. Мужчина положил его на землю, после чего спокойно отошел на несколько метров. Волки некоторое время стояли неподвижно, но голод оказался сильнее осторожности. Самый крупный зверь первым подошел к мясу, схватил его и отступил назад, а 2 остальных сразу последовали за ним. Артем понял, что животные не собираются нападать, потому что их интересовала только оставленная еда. Перед уходом мужчина решил обязательно вернуться, хотя тогда даже представить не мог, насколько необычным окажется продолжение этой встречи. Через несколько дней он снова пришел к той же опушке и обнаружил волков неподалеку. Они уже не скрывались за деревьями, а спокойно наблюдали за знакомым человеком, будто запомнили его предыдущий визит. Артем снова оставил им пищу и стал приходить регулярно, постепенно завоевывая доверие небольшой стаи. Сначала волки держались на расстоянии, затем начали подходить ближе, а спустя несколько месяцев один из них впервые позволил мужчине осторожно прикоснуться к своей шерсти. Вскоре Артем рассказал обо всем своей жене Наталье, которая тоже любила животных и захотела увидеть необычных знакомых мужа. Сначала женщина немного боялась, но волки встретили ее спокойно и даже подошли ближе, внимательно рассматривая новую гостью. Однажды Наталья сообщила мужу долгожданную новость. После нескольких лет надежд она, наконец, забеременела. Супруги были невероятно счастливы и решили отправиться в лес, чтобы поделиться этой новостью со своими необычными друзьями. Через несколько месяцев у супругов родилась дочь, которую они назвали Мариной. Девочка стала центром их маленького мира, а родители с раннего возраста старались научить ее любить природу и относиться к животным с уважением. Когда Марине исполнилось 2 года, они впервые взяли ее на прогулку к волкам. Марина смеялась, пыталась погладить их и совершенно не боялась знакомых зверей. С тех пор семья стала приезжать туда почти каждое воскресенье, и волки настолько привыкли к девочке, что встречали ее еще до того, как она успевала подойти к опушке. Прошло еще 2 года, и никто не мог представить, что впереди семью ждет самый страшный день в их жизни. Утром Марина внезапно почувствовала себя плохо. У нее поднялась высокая температура, появилась сильная слабость, а вскоре начались рвота и другие тяжелые симптомы. Родители немедленно отвезли девочку в небольшую больницу в соседнем городе, где врачи начали обследование и лечение. Однако состояние ребенка продолжало ухудшаться, и спустя несколько часов супругам сообщили страшную новость. Сердце Марины остановилось, а спасти ее якобы не удалось. После необходимых процедур тело девочки передали родителям, и на следующий день состоялись похороны. После церемонии Артем и Наталья вернулись домой, не представляя, как теперь жить дальше. Марина была их смыслом жизни. Но спустя несколько часов им позвонили и сообщили, что на кладбище возле свежей могилы появились 3 волка, которые яростно разрывали землю и не подпускали людей. Артем сразу понял, что это его знакомые животные, и вместе с Натальей бросился туда. Когда супруги прибыли, они увидели именно ту стаю, которую знали несколько лет. 2 волка быстро копали землю передними лапами, а 3-й стоял рядом и угрожающе рычал на каждого, кто пытался приблизиться.
Люди пытались отогнать животных, но хищники не отступали и продолжали раскапывать могилу с невероятным упорством. Артем окликнул их, однако волки словно не слышали знакомого голоса и не прекращали работу. Через несколько минут они добрались до гроба, и тогда все присутствующие поняли, что именно пытались сделать животные. Когда крышку удалось открыть, люди оцепенели от шока. Марина лежала внутри, но, к удивлению всех, она была жива. Девочка находилась без сознания, почти не двигалась и едва дышала, однако ее грудь продолжала подниматься. Родители не могли поверить своим глазам, ведь им сообщили о смерти дочери еще несколько часов назад. Марину немедленно доставили в больницу, где ее осмотрели другие специалисты и обнаружили страшную ошибку. Девочка действительно находилась в критическом состоянии, но не умерла, а значит, ее еще можно было спасти. Врачи начали экстренное лечение, и после нескольких суток борьбы состояние ребенка постепенно стало улучшаться. Позже выяснилось, что в первой больнице врачи допустили серьезную ошибку и слишком рано констатировали смерть. По этому факту началось официальное расследование, а специалисты должны были установить, почему живого ребенка объявили умершим и передали родителям для похорон. Для Артема и Натальи все это уже не имело прежнего значения, потому что их дочь снова была рядом. Спустя несколько недель Марина полностью пришла в себя и начала восстанавливаться после пережитого. Когда родители впервые снова привезли ее в лес, 3 волка вышли из-за деревьев и медленно направились навстречу девочке. Марина сразу узнала своих друзей и протянула к ним руки, а животные спокойно подошли ближе. Никто так и не смог точно объяснить, каким образом они поняли, что ребенок находится под землей, и почему отправились именно к ее могиле. Но семья была уверена только в одном. Если бы не эти 3 волка, их дочь могла бы навсегда остаться в той могиле. Когда-то Артем просто оставил голодным животным кусок мяса, не ожидая от них ничего взамен. Спустя годы именно они вернули ему самое дорогое, что у него было, доказав, что добро иногда возвращается самым неожиданным способом. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.